Ну что, всем привет! Из города, по которому мы тут вчера посчитали, я не гуляла уже полтора года. Этот город встречает нас солнечной погодой, очень летней, но в то же время не очень жаркой. В общем, сегодня приглашаю вас погулять вместе с нами по городу, почитать вывески. И поскольку сейчас у нас как раз тема редукции, ассимиляции ударения, я буду обращать ваше внимание на то, как правильно читать вывески со всеми этими фонетическими законами. Пойдем гулять. А вот мой комментатор, помощник и гид сегодня. Все узнают королеву британских всех королевских акцентов. Москва. Ударение на второй слог, на А. Поэтому О мы не слышим и не произносим. Вместо О мы произносим А. Москва. Итак, первая вывеска, на которую мы наткнулись сегодня, это домконопли.рф. Загуглите, что такое конопля, и вы сразу поймете, почему мы так удивились и остановились, чтобы снять эту вывеску. Дом, ударение падает на О, поэтому здесь мы произносим этот звук. Конопли, ударение на последний слог. Первый О читается как конопли, второй О читается как ненапряженный А. Конопли. Дом конопли РФ. Верхов шоколад. Верхов не буду комментировать. Шоколад. Опять редукция. Шоколад. Шоколад. Мы идем по улице Воздвиженка. Воздвиженка. Ударение на И. О опять не читается. И на одной улице мы можем увидеть два самых известных, главных банка России. ВТБ и Сбербанк. А под Сбером надпись «Кофе с собой». Мы решили, что в Сбербанке теперь наливают кофе с собой. И посмотрите, что уже виднеется вдалеке. Наверное, очень плохо видно на видео, но я вам прочитаю, что это такое. Государственная библиотека СССР имени Ленина. Вот сюда ходят все студенты, филологи, философы, в общем, гуманитарии, которым приходится очень много читать. Ходят и читают. Итак, направо Государственная библиотека, налево Кремль, и мы идем налево. Ну что, друзья, мы здесь, у стен Кремля, у Красной площади. И здесь нету вывесок, которые я бы хотела прокомментировать. Есть только одна, вон там, исторический музей, но из-за красивого шрифта не очень понятно, что там написано. Просто посмотрите на эту красоту. А сейчас пойдем на саму Красную площадь. Сейчас поделюсь с вами одним лайфхаком
Если вы вдруг оказались в Москве, гуляете по Москве, по центру уже давно, и вам нужно в туалет, и вы не знаете, куда зайти, мало кто знает, но есть туалет на Красной площади. Смотрите, я вам покажу. Вот вы стоите лицом вот сюда. Ну-ка. Нет, фокус не меняется. Лицом вот сюда. Поворачиваете вот сюда. Вот здесь ступенечки. Поднимаетесь по лестнице. И там найдете туалет. Бесплатный туалет прямо на Красной площади. Обращайтесь. Диаметр циферблата 6 метров 12 сантиметров. Высота цифр 72 сантиметра. С Новым годом! Одни из древнейших действующих башенных механических часов в мире. Угу. Первые часы установили в 15 веке. В дальнейшем они неоднократно расстраивались и заменялись. Расстраивались. Грустно было. Угу. Итак, небольшая экскурсия по Красной площади. Исторический музей. Мавзолей. Спасская башня. Куранты. Храм Василия Блаженного. Это магазин такой шикарный. Обычно на Красной площади в Новый год, например, бывает большая ярмарка и каток. Но сегодня мы решили, что нам повезло, потому что видно Красную площадь, собственно, можно по ней погулять. Сейчас суббота, поэтому людей много. Хотя вчера мы здесь тоже были, и тоже было много людей. Меньше было. Вопрос, друзья. Скажите, по-вашему, это что такое? Дам немножко времени. Варианты ответов. Скутер, велосипед, самокат или мотоцикл. Итак, друзья, это по-русски называется самокат. Самокаты. Это не скутер, это самокат. Кстати, не будем забывать о том, что мы с вами читаем вывески. Там написано «Ресторан Восход». Ресторан Восход. Ресторан Е не читается как читается как И. Ресторан. Восход. Ударение на второй слог. Первый О читается как А. Ресторан Восход. И, кстати, буква Д не читается как звук Д. Обратите внимание. Звонкий звук Д превращается в глухой Т, потому что он в конце слова. Ресторан Восход. Какой вид. Поймали. Подписывайтесь на канал. Да. Мы над парком Зарядье. Отсюда виднеется храм Христа Спасителя. И шумная Москва. Смотрите, сколько движения. Я сейчас нахожусь в парке Зарядье. Видите, вот этот, как нос корабля. Это такая смотровая площадка. Посмотрите, сколько там людей. А это сталинский ампир. Лиз,
Подписывайтесь на канал. Да что ж такое? Смотрите, как в Москве все сочетается. Сталинский ампир. Вот там Сталинский ампир. Православная церковь. Современный, свежепостроенный парк Зарядье. Трубы предприятия, завода какого-то. Обычные офисные здания. Вон еще блаженный торчит. Он еще блаженный торчит. Так, вон он там. Да. Березки. Вот так вот. Эклектика. Солнце, тучи, ветер. Все вместе. Москва. Это мы в парке Зарядье. Есть тут такое местечко, где люди, просто сидят, видимо, отдыхают, загорают. Но вообще иногда, как я понимаю, здесь проходят концерты. Не сегодня. Сегодня без концертов. Сейчас мы подходим к ресторану, который называется «Рыба моя». «Рыба моя» – отличное название, чтобы тренировать звук «р», звук «ы» и редукцию. Потому что, обратите внимание, ударение здесь на слоге «ры». «Рыба моя». Слово «моя» вообще теряется, да? Оно произносится без всякого акцента. «Рыба моя». Но хотя, если вы скажете «рыба моя», это тоже возможно, но это будет вообще другое предложение, утверждение того, что рыба моя, а не чья-то еще. Рыба моя – это ласковое обращение. Да, рыба моя – это ласковое обращение. А что вот здесь имел в виду автор этого названия? Непонятно. Может быть, он хотел сказать «рыба моя». Уйдите Москвичи. из моего ресторана. Да. Так, что, переходим мы сейчас. Светофор просто еще не загорелся зелененьким. О, погнали. Сейчас мы идем от метро Китай-город, пройдем через Покровку и выйдем к метро Чистые пруды. Да, давай. Пока идем, покажу вам одно место, которое вы, наверное, уже знаете. Вкусно и точка. Это бывший Макдональдс. Так. Вообще на этой улице всегда было и до сих пор есть очень много ресторанов, кафе, баров, магазинчиков. И вот здесь я когда-то ходила каждый день на работу в университет. Теремок. Ударение на О. Е читается как И. А первый слог вообще редуцируется. Теремок. Цветы. Обратите внимание, цветы. Цветы. О, очень красиво. Вот, покажу вам красивых русских женщин. Каждый раз, когда я шла на работу в университет, я проходила через этот магазин продукты. И именно в этом магазине я покупала мороженое своим студентам, потому что на офлайн занятиях устраивала викторины для них. И в качестве приза покупала им мороженое. Вот, в Магнолии. Ресторан «География». География. О, не читается. Опять табак. Очень много табачных магазинов, да? Прошли. Но, кстати, в Москве, мне кажется, меньше стали курить. Торты и любовь. Обратите внимание на ударение в этих словах. Торты, а не торты. На этом засыпаются студенты, а точнее ученики после школы, которые сдают экзамен по русскому языку. Торты и любовь. А вот здесь хотела показать печать. Печать. Ударение на А, поэтому Е читается как И. Печать. Хотя мягкий, конечно. Мы у Чистых прудов. В прямом смысле. Пока еще не у метро. Просто пойдемте вот так вот. Можно Чистые пруды поснимать. Меня-то уже все видели.
Если вдруг кого-то волнует вопрос, купаются ли в чистых прудах, то нет, купаться запрещено. Смотрите, едут люди на самокатах, не на скутерах. Мы уже на чистых прудах. Станция метро. Мороженое. Ну все, заходим в метро, да? И все. Как вы можете догадаться, мы спустились в метро. Вообще я планирую уже заканчивать это видео, но перед завершением можем еще почитать название станции метро. Это очень хорошая практика фонетики, потому что названия станции метро очень сложные и длинные обычно. Смотрите, мы сейчас на станции Тургеневская. Тургеневская. А нам нужно на Бабушкинскую. Тургеневская, Сухаревская, проспект Мира, Рижская. Обратите внимание, не Рижская, а Рижская. Алексеевская, ВДНХ, Ботанический сад, Свиблова, Бабушкинская, Медведково. Последняя станция на этой ветке – Медведково. Там тоже очень много редукций, обратите внимание. Медведково. Ударение на второй слог. Первый «е» читается как «и», Медведково, Медведково. А две «о» вообще не читаются, они сильно редуцируются. Медведково. И еще, видите сочетание согласных «д» и «к». Угу. «К» – глухой звук, «д» – звонкий звук. Так вот, второй звук влияет на первый, и мы читаем «тк», Медведково, Медведково. Угу. Вот так вот. Куда идем? Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Сухаревская. Ну что, мы выходим из метро, и на этом, пожалуй, я закончу свою маленькую экскурсию по маленькой части Москвы. Спасибо большое. Я надеюсь, вам это было интересно и полезно. Научились читать вывески в Москве и даже некоторые станции метро. Да, увидимся совсем скоро. И пока-пока.